Добрый день, дорогие музыканты, взрослые и юные. Мы сегодня будем продолжать небольшое видео о том, как правильно лучше подбирать, ну и немножко научиться импровизировать. Это будет второе мое видео. Дело в том, что в прошлый раз мы с вами изучали или рассматривали три главные аккорда, это тоника, субдоминанта, доминанта. Я хотела бы показать, как их правильнее или можно использовать для того, чтобы научиться более свободно владеть этими функциями. У меня есть мой список, который я на основе уже многолетнего опыта работы опробировала, и он подтверждается тем, что это правильный, наверное, список тех жанров, с которыми мы будем работать, которые нравятся детям. Вот я написала несколько этих главных жанров. Во-первых, это три наших кита, которые все знают, песни, танец и марш. Но мы выбрали марш, затем будет у нас полька, затем мы расширим еще танец вальс, а затем песня и очень интересные, так сказать, другие жанры и ритмы танцев. Я сюда включила полонез, я сюда включила мазурку, если получится у нас, конечно. Джазовые любимые ритмы, которые есть сейчас во всей, наверное, современной музыке. Они являются основой ритмов. Это блюз, бегин, свинг, боссанова. Я думаю, что это самые основные, так сказать, жанры. Вы не обязательно должны это все выполнять. Можете взять за основу только три, например, марш, полька, вальс. Ну вот я просто их написала. Здесь у меня такой список, чтобы не забыть. Я думаю, вам видно. Их несколько, там, десяток, я не знаю. Это не важно. Но вот эти три основные, это марш, полька и вальс. Вот сегодня мы попробуем изобразить варианты. Я советую играть вот так. Так, это мы пока уберем. Хотя бы. Значит, для того, чтобы использовать марш, мы учим так, что это четырехдольный размер, обязательно с маленьким приседанием или акцентом на первую долю. И вот я вам сейчас покажу варианты игры маршев из наших оборотов. Ну, давайте возьмем первый оборот, который у нас здесь был. Это плагальный тоника, субдоминанта и доминанта, но в жанре или в стиле марша. Ну, я для окончания добавила одну нотку в басу, октаву. Если этот марш немножко симпровизировать, то к нему нужно добавить пунктирный ритм, где вы хотите. Ну, например, вот так у меня получилось. Можно сделать везде пунктирный ритм, но это, наверное, немножко сложно, но вариант есть. Можно еще больше расширить за счет левой руки. Правая рука у нас будет держать эту схему 4 доли, а левая может играть половиночками, пожалуйста. Так тоже. Все хорошо. И в конце, то есть не нужно бояться что-то менять, импровизировать, но за основу мы берем, конечно же, нашу гармонию. Я думаю, с маршем понятно. Нужно добавить, что для того, чтобы было интереснее, используем второй лад. Это минор. Добавляем ми бемоль. Не забываем, что в до миноре 3 бемоля. И у нас будет субдоминанточка тоже с ля бемолем. Это вверху. Извините. Извиняюсь. И доминанта у нас остается на белых клавишах, так как мы уже подсознательно ее как бы повысили седьмую ступенечку, это си бикард будет, он и так как бы остался от до мажора.
Смотрите, как интересно в до миноре играть марш. Ну, в общем-то, я думаю, вам понятно, да? Как хотите. Возвращаемся к новому обороту. Это автентический, он связан с доминантой. Помните, тоника, доминанта, тоника. Здесь я тоже сыграю марш, ну вот так, до мажоре. Ну, вариантов много. Можно сразу в миноре сыграть автентический оборот. Понимаете, когда вы научитесь играть вот это, то не бойтесь играть импровизации октавные, например. Это очень развивает и мышление, и клавиатуру, освоение фортепианной клавиатуры. Дело в том, что если вы сыграете в одной октаве, потом в другой, потом в третьей, ничего нет в этом плохого. Но вы научитесь попадать точно на тонику там, или субдоминанту, или доминанту. Сейчас я попробую вот, на ходу использовать разные октавы для того, чтобы показать, допустим, марш автентический в до миноре. Ну, например, так, вот так вот захотелось. Это правая рука, она ничего страшного, если она будет попадать на разные свои октавы. Это, пожалуйста, уже маленький, значит, элемент импровизации. Хотелось бы показать то же самое марш, как он звучит в полном обороте. Мажоре. Ничего не меняю. Еще проще играть левая, правая, левая, правая. Это один из начальных вариантов. Раз, два, четыре, раз. Польки. Ну, значит, вот уже как раз мы плавно туда зашли. Полька — это две доли в основном, но иногда и четырехдольная полечка бывает. Но у нее такая есть характерная черта. Она должна быть с какими-то притопами. Вот смотрите, раз, два, раз, та-та. Еще раз, два, раз и два. И вот если эти два хлопка вы будете использовать как удары восьмая и четвертная, будет очень интересно. Ну, сыграем плагальный оборот. Раз, два. На ходу я сыграла какой-то кусочек плагального. Теперь хочется автентически. Раз, два. Вот я просто удвоила. Полный оборот еще круче будет звучать в польке. Раз, два. Вам варианты. В миноре, пожалуйста. Ну, я думаю, с этим понятно. Давайте попробуем сыграть то же самое в вальсе. Вальс – это трехдольный размер. Он представляет собой опору на сильную долю и немножечко спокойнее, тише, аккуратнее вторая и третья доля. Дело в том, что это очень большая болезнь, особенно у пианистов, которые начинают играть вальсы, где есть мелодия в правой руке и аккомпанемент в левой. Пару слов скажу, что не все, даже солидные, ну, извините, так, старшие и средние, учащиеся в музыкальных школах, об этом помнят. Это очень такой, знаете, немножко больной вопрос. И часто вальс мы не слушаем сильную долю, а слушаем просто мелодию, а тогда, как играет левая ручка, уже попадает не то. То есть это не профессионально. Ну, конечно, это так, для данного подбора оно не имеет такого большого значения, но я хотела бы сразу объединить здесь две специальности. И теоретик, который просто играет, чтобы научиться попадать, да, и немножечко пианист, который умно начинает играть, как правильно. Не просто нажимать на клавиши, а с помощью своей кисти грамотно нажимать и выполнять
правильно ритмические доли и акценты в каждом такте или в каком-то жанре музыки. Ну, например, вальс. Ну, давайте возьмем вальс в полном обороте. Бас и 2 аккорда. Я понимаю, что тяжело на первый момент. Это раз, 2, 3, раз, 2, 3. Полный субдоминант. Я повторяю по 2 раза. Доминанта. И вместе будет красиво. Тогда точечка, закончили. Вот вальсух — это один из моих любимых, так сказать, жанров. Я очень много музыки написала в этом стиле, в этом жанре, разной, в мажорах, минорах. И почему-то преподаватели и ученики очень говорят, что удался тебе вообще вальс. Любой вальс, какой бы я лично не сочинила. Но это я говорю о том, что можно играть теперь, начинать играть вариативное изменение правой руки. Не просто трезвучие, а вот теперь мы сделаем из него, допустим, арпеджио. Вот посмотрите. То есть один за одним. Если аккорд — это вместе, ну, итальянский, да, перевод, арпеджио — это один за другим, то есть поочередно. Итак, арпеджио. Никто не мешает играть триолями. Раз, два, три, раз, два, три. Ну, или 3/8. Раз, вы можете сыграть это хоть 10 тысяч раз на одной гармонии. Я понимаю, что это триоли, но используя это в вальсе, будет интересно. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Ну вот, такой маленький, но вальсочек. Теперь внимание. Вот эту триольность мы перебрасываем на левую ручку, чтобы она играла побольше ноток. Ее тоже надо развивать. Я играю триоли в левой руке. Тоника, субдоминанта и доминанта. Ну и тоника. Субдоминанта, доминанта, си, соль. Вот я сыграла полный оборот. И вот это уже вариант исполнения подбора какой-нибудь мелодии. Ну, допустим, давайте симпровизируем так. Левая рука играет это же самое, а правая какие-то другие нотки. Может быть, которые входят в эту гармоническую функцию, а может быть даже другие. Главное не останавливаться, сыграть 4 гармонии. Тоника, субдоминанта, доминанта и тоника. Извиняюсь, еще разок. Попыталась какую-то малюсенькую мелодию симпровизировать. Что хотите. То есть все это играется сразу. Это не очень сложно. Ну, это, так сказать, любимый вальс. Очень хорошо вальс звучит в миноре. Вращательное движение кистью, когда играет навстречу. Он тоже вариант. Пожалуйста, вы можете сами искать различные другие типы движения, мелодия, все, что хотите. Но это я предлагаю в данный момент, данную секунду. Ну и еще. Я хотела бы уточнить сейчас, что ж такое полный оборот с кадансом, то есть расширенный. Вот я вам показывала в прошлый раз, еще разочек, если видно. Вот он, тоника, субдоминанта, каданс, доминанта и тоника. Дело в том, что каданс — это кадансовый кварт секстаккорд. Пианисты, музыканты, теоретики это, конечно же, знают. А каданс, он является тоникой. То есть это все то же самое, что тонический кварт секстаккорд. А тонический кварт секстаккорд в до мажоре — это соль, до, ми. Вот этот аккорд обязателен перед доминантой.
Сейчас я сыграю вот эти 5 наших аккордов правой ручкой. Тоника, субдоминанта, каданс. Вот здесь нужно с левой. Добавляем соль внизу и то же самое трезвучие. Это очень легко. Доминанта и тоника. А теперь смотрите, как будет звучать одна левая рука. Она исполняет одни функции. Одну нотку. Тоника, субдоминанта, фа, каданс, соль, доминанта тоже соль, тоника, до. Получается до, фа, соль, соль, до. Красивая линия баса. И, пожалуйста, раз, два, три, четыре, 5. Честно говоря, настолько красивая гармония, настолько красивый уже такой период можно сочинить. Что хотите под это. Используя, можно даже наши любимые арпеджио, которые со временем детки научатся играть не по 3, а по 4 звука. Очень красиво. Например, до, соль, до. Вот такой вариант. Или скварц вместо аккорда. Пожалуйста, какая красота. Я сыграла полный оборот. А сейчас сыграем полный с кадансом. Что, конечно, это не претендует пока еще на какую-то музыку, но тем не менее уже красиво. Особенно, если кто-то из детей научится свободно владеть вот этими нашими правильными классическими гармониями. И я надеюсь, что 3 наших жанра, которые мы сегодня прошли, это марш, полька и вальс, вам стало немножечко с этим понятнее. И хочу показать, наверное, еще минорный вариант полного с кадансом оборота, тоже интересный. Ну, например, для того, чтобы было чуть-чуть наперед, наступим на следующую тему, я сыграю, например, в свинге. Ну, вот я так кусочек исполнила наш полный с кадансом оборот в до миноре. Для того, чтобы это все научиться играть, мы с вами встретимся, я надеюсь, в моем 3-м следующем видео. А всем спасибо за внимание.